Суджиби– корейский суп с пастой. Очень интересный суп, хорошая альтернатива суп с макаронами, но понадобятся особые ингредиенты. Например, мьёльчи, который выглядит вот таким вот образом, как вы видите на фотографии. Это сушеный анчоус. Я смогла найти здесь только такие, поскольку корейского магазина у нас нет. Но все-таки сушеные они анчоусы. И водоросли ташима. Это морские сушеные водоросли. Если вы сможете купить, то их тоже нужно добавить в этот суп. Итак, горсть сушеных анчоусов, мьёльчи, около 10 штук нам потребуется. И если есть сушеные морские водоросли ташима, 5 грамм. Мы закладываем в кастрюлю, в которой собираемся готовить суп, и заливаем воду 1,5 литра. Это в расчете на 4 порции, на 4 глубокие тарелки этого супа. И доводим до кипения и кипятим 30 минут. Можно под крышкой, можно без крышки. За это время мы подготовим тесто для самой, собственно говоря, пасты. Нам потребуется обычная пшеничная мука, и за мерную посуду я возьму обычный маленький стандартный пластиковый стакан. Также я буду использовать сито для того, чтобы просеивать муку, но это не обязательно, вы можете этого и не делать. Итак, нам потребуется в общей сложности 3 стакана пшеничной муки. Просеиваю я для того, чтобы более мягкое получилось тесто. И, значит, пропорция вообще такая. 1 стакан муки – это 1 порция пасты на 1 человека. Можете ориентироваться вот на такую пропорцию. И затем мы добавляем в муку 1 яйцо, разбиваем и закладываем. Также нам потребуется растительное масло в объеме 1 столовой ложки. Все это мы делаем для того, чтобы тесто было более мягким. И сначала перемешиваем яйцо и растительное масло с мукой. Делаем это ложкой. Вначале мы перемешиваем тесто ложкой. И затем щепотка соли. Я ее закладываю в стакан и туда заливаю воду. В общей сложности 1 стакан воды. И сначала я развожу в воде соль, и затем начинаю понемногу добавлять эту воду в муку. То есть я хочу сказать о том, что никогда заранее неизвестно, сколько вам потребуется в принципе муки и воды. Вы воду добавляете постепенно и замешиваете тесто. Сначала мы делаем это ложкой, потому что все будет липко, и чтобы к рукам это не прилипло, мы сначала делаем это ложкой, а потом, когда уже масса теста уплотнилась достаточно, мы можем переходить на руки. И пропорции муки и воды мы добавляем либо то по необходимости, в зависимости от того, чего не хватает. Для того, чтобы довести тесто до нужной нам консистенции. Затем после ложки мы переходим на руки и продолжаем замешивать тесто, как обычно, руками. И вот такой вот плотности у нас должно быть тесто, оно должно быть упругое, но в то же время достаточно мягкое, но оно не должно прилипать к рукам. И затем мы делаем из него ровный комок и должны будем положить тесто в чистый пластиковый пакет. И этот пакет герметически затянуть, удалив из него весь возможный воздух. И желательно на час положить в холодильник, если этот час у вас есть, если вы уже не поставили варить бульон. Вот. Далее мы подготавливаем овощи. Набор овощей может меняться, но в основном это 1 картофель, и мы нарезаем его кусками среднего размера, не очень тонкими, не очень толстыми, чтобы он достаточно быстро проварился, но не разваливался. И также немного моркови, 1/3 часть средней моркови тоже нарезаем кусками среднего размера. Вот некоторые, кстати, в Корее кладут морковь, а некоторые не кладут. Тут уже дело вкуса. Затем половину луковицы мы нарезаем полукольцами. И также нам потребуется половина кабачка, цукини, тоже нарезаем средними полукольцами. И 2 зеленых перца чили нарезаем кольцами средней толщины. Острые не любите, можно пропустить. И 2 стручка зеленого лука мы нарезаем тонкими маленькими кольцами.
Все овощи у нас заготовлены, но это не все приготовления. Также мы сделаем соус на случай, если кто-то не любит слишком пресный супчик. Итак, соевый соус 3 столовые ложки мы заливаем в пиалу и добавляем сахар в объеме 1 столовой ложки. Затем молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Соус этот как раз для того, чтобы сделать суп острее. Молотый красный перец 1 столовая ложка, потому что в принципе сам суп по себе не острый. И кунжутное масло 1 столовая ложка. И также кунжутные семена достаточно 1 чайной ложки. Все это мы перемешиваем, и если хотим сделать еще поострее, то можно добавить мелко порезанный зеленый перец чили, совсем немного. Все это перемешиваем и отставляем в сторону соус для того, чтобы он настоялся и набрал вкуса. За это время у нас уже все закипело-прокипело. Если образовалась пена, пену надо будет снять. Сами же анчоусы мы с вами извлекаем из бульона. Их можно не выбрасывать, их можно съесть. И закладываем сначала твердые овощи, которые дольше варятся. Это картофель и морковь. Затем добавляем уже специи. Это соевый соус в объеме 3 столовых ложек. И сейчас мы начинаем готовить все это на среднем огне. И добавляем молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Далее мы достаем из холодильника тесто для пасты. И тут уже ловкость рук и никакого мошенничества. Нужно по чуть-чуть отщеплять тесто пальцами, одновременно его как можно более растягивать, тем самым утоньшая кусочки. Вообще название этого блюда суджиби состоит из 2 слов, которые переводятся как «руками» и «складывать». И, в общем-то, в общей сложности мы получаем сделанная или сложенная руками еда. А вот почему, собственно говоря, так важно делать это руками. Хотя молодежь в Корее, они просто раскатывают тесто, многие так делают, и нарезают ровными красивыми кусочками. Но point этого блюда в том, чтобы именно отрывать его руками, иначе смысл его, исходя из названия, теряется. Не забываем периодически помешивать в процессе закладывания пасты сам суп, чтобы ничего к дну не прилипло. Ну и, в общем-то, продолжаем работать в том же духе, пока не заложим все тесто. Когда масса уже с пастой внутри закипит, мы можем закладывать все остальные более мягкие овощи. Можно закладывать их все вместе, заложили, перемешали и продолжаем это варить. Масса уже должна постоянно кипеть. Нам нужно проварить пасту и твердые овощи, потому что мягкие овощи проварятся очень быстро. Как проверить, что все готово? Можно проткнуть кусочки картошки ножом, и самое главное, это сама паста. Просто откусите кусочек и посмотрите, как оно там внутри, все проварилось или нет. Если, как вы видите, все проварено, а вы выберете такой кусочек потолще, чтобы точно быть уверенным, что все остальное, что потоньше, тоже проварилось. Потому что, в принципе, вся паста, она получится немножко такая разная и по форме, и по толщине. И все, тогда блюдо готово. Можно сервировать его к столу. Просто заливаете, как обычный суп, в глубокую тарелку и подаете. Не забываем, что у этого блюда есть и соус-заправка на случай, что если кто-то все-таки любит именно остренькое. Также сам по себе суп, он в принципе не острый. Поэтому для любителей острого просто ложку заправки мы берем, кладем в суп, все это перемешиваем и едим. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, лайкайте, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!